Привет! Давай разберем все задания на повышение третьего ранга авантюриста. Я делал тот ролик на базе полученных мною знаний из недавнего бета-теста, поэтому возможны различия с релизной версией игры. В первом задании нужно отправиться в гильдию, которая находится в городе, и взять определенный квест. Подходим к NPC-администратору, отмеченному на карте вот такой иконкой, и берем вот это задание. Для его выполнения нам нужно собрать 3 руды на равнинах Астерии. Определить ее можно по иконке камня. После возвращаемся в город и сдаем квест. Во втором задании нужно зайти на страничку нашей карточки авантюриста. Нам нужно написать свой комментарий. Сделать это можно вот в этом поле. В третьем задании, не выходя из настроек карточки, нужно изменить свой титул. Делается это вот здесь. И последнее, четвертое задание, которое связано с нашей карточкой. Надо ей поделиться с другими игроками, то есть отправить инвайт в друзья. Для этого подойдите к любому игроку и зажмите клавишу F. В открывшемся интерфейсе нажмите на вот эту зеленую кнопку, чтобы передать свою карту авантюриста. В пятом задании нужно выполнить синий квест, который мы берем в городе Астерилис у вот этого NPC. Как взяли квест, отправляемся в локацию Министерские холмы и собираем ресурсы. Растения в количестве 3 штук, которые помечены иконкой листа, и 1 руду. После возвращаемся в город, передаем собранный материал и нас просят победить еще одного дикого кабана. Он находится вот в этом месте. После победы мы сдаем квест и закрываем его. В шестом задании нужно покрасить элемент нашей одежды. Покраска происходит у НПС с такой иконкой. За выполнение прошлого задания нам выдали коробку с красителем на выбор. Заходим в инвентарь, как показано на видео, и выбираем один из красителей. Затем говорим с NPC, выбирая в диалоге левую кнопку, и красим один или несколько элементов одежды. В седьмом задании мы снова отправляемся в локацию Министерские холмы, и на этот раз нам нужно собрать ресурсы растения под названием трава Токоя. Шанс их получения при сборе составляет 56%. В восьмом задании нам нужно добавить список желаемого нашего первого пета. Делается это в городе в лаборатории. Нажимаем сначала на пета, а после на вот эту кнопку снизу. Вообще, очень полезная функция, она позволяет нам отслеживать недостающие материалы для создания закрепленной нами вещи. В инвентаре можно выбрать нужный нам предмет и вывести его в худ, чтобы при фарме ресурсов каждый раз не открывать инвентарь, проверяя, выбили ли мы нужную нам вещь. В девятом задании нужно вставить свой первый штекер в сокет, который находится у нас в оружии. Для этого мы идем к этому NPS, выбираем левую кнопку в диалоге и инкрустируем любой штекер, нажимая на вот эту кнопку. Также при инкрустировании штекера у нас тратится соединительная паста. Ее нам выдадут по квесту, но если у вас ее не оказалось, то добывается она при прохождении группового данжа. В 10 задании необходимо, чтобы счетчик всех наших выполненных побочных квестов, которые отмечены синим цветом, был равен или больше 5. В 11 задании мы отправляемся в локацию Министерские холмы, чтобы собрать ресурс раковину, которая разбросана вдоль берега реки. Собирая раковины, мы наткнемся на противников, похожих на летучих рыб. Они нам необходимы для выполнения 12 задания. Надо одержать победу над 10 рыбами. Для 13 задания нужно пройти наш первый групповой данж. Это можно сделать через меню, как показано на видео. Выбираем нужный нам данж для квеста и ищем тиммейтов. И когда пати соберется, проходим данж. Для 14 задания нам нужно отправиться в локацию Андорская долина. В этом месте обитают гоблины-старейшины, которых нам нужно победить в количестве 10 штук. В 15 задании нам нужно по аналогии с 10, чтобы счетчик всех наших выполненных побочных квестов был равен или больше 10. И последнее 16 задание, как в прошлый раз, представляет из себя некий ДПС-чек. Мы идем в гильдию в городе Астерилис и разговариваем с девушкой, отображенной на карте вот такой иконкой. В конце разговора нам предлагают пройти соло-данж. Имейте в виду, если будете в составе группы, вам не позволят в него войти. После его прохождения мы сможем повысить наш ранг до 3. Если тебе ролик был полезен, то ставь палец вверх, мне будет очень приятно. Дополняйте мои слова в комментариях и пока-пока.